Привет, меня зовут Сергей, и если вы играете в игру Майнкрафт, то наверняка знаете, что одним из ее героев является существо под названием Крипер. И в этом видеоуроке мы такого Крипера как раз и сплетем. Он даже умеет стоять, потому что у него 4 лапы. А если хотите, вы можете его использовать в качестве брелка, повесив на портфель, сумку или куда-нибудь еще. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его открытыми сторонами столбиков к себе, и чтобы центральный ряд немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Плетение мы с вами начнем с создания ног. Для этого нам понадобятся резинки салатового цвета и резинки черного цвета. Накидывать мы их будем парами. Берем пару салатовых резинок и накидываем с первого столбика центрального ряда на второй столбик центрального ряда. Далее продолжаем накидывание. Тоже пара идет у нас со второго столбика на третий столбик центрального ряда. И далее еще одна пара. По нижнему ряду нам нужно тоже накинуть 3 пары. Одна пара, вторая пара и третья пара. Теперь возьмем 2 резинки черного цвета и накинем их с 4 столбика центрального ряда на 4 столбик левого ряда. Понадобится еще одна черная резинка, и ее нам нужно накрутить вот на этот столбик 4 оборота. Один раз накидываем, затем накручиваем второй оборот, накручиваем третий оборот и накручиваем 4 оборот. Теперь возьмем одну резинку салатового цвета и скрутим ее на пальцах в 2 оборота. Раз и 2. И накинем на вот эту пару столбиков. Сначала на передний столбик, а затем накидываем на дальний. Затем возьмем еще одну резинку салатового цвета, скрутим ее тоже на пальцах в 2 оборота и накинем на следующую пару столбиков. Вот на эту. И теперь можем переходить к плетению. Сначала нам нужно черную пару скинуть с этого столбика на центральный ряд, поэтому захватываем ее изнутри. Отодвигаем тыльной стороной крючка резинку, которая 4 оборота закручена. Пару черных скидываем направо. Так, и теперь мы можем прогнать левый ряд вперед. Для этого просто изнутри захватим пару салатовых, накинем вперед. Изнутри здесь захватим пару салатовых, накинем вперед. И здесь пару салатовых захватим и накинем вперед. С правой стороны поступаем точно так же. Изнутри захватываем салатовые вперед, изнутри салатовые вперед, изнутри салатовые тоже вперед. И последние петельки, которые у нас находятся на самом первом столбике центрального ряда, нам нужно все захватить и накинуть на первый столбик левого ряда. Теперь возьмем 2 салатовых резинки, а в другую руку возьмем крючок. Крючок просунем внутрь столбика самого левого и крючок вынем изнутри. Накидываем пару резинок, выводим их сверху. Вторую часть, которую придерживаем рукой, возвращаем на крючок. Теперь нам пригодится какая-нибудь зубочистка или вот такой крючок, если у вас есть. Так как нам основной крючок еще понадобится, мы с вами в те петельки, которые накинуты на основной крючок, засунем вспомогательный наш крючок, а основной освободим. Вот так. И теперь эту ногу мы готовы снять со станка. Делать это лучше вот так, подцепляя крючком петли, которые на столбиках накинуты. Одна нога у нас есть, давайте ее расправим и немножко вот так вытянем, чтобы она приобрела свою нужную форму. И получается, что она у нас расширяется от основания к низу. Все становится шире и шире. Теперь поставьте это видео на паузу или промотайте немножко назад и сделайте еще 3 таких заготовки ноги. Всего у нас должно получиться 4 ноги. Я их сделал за кадром и поэтому продолжаю урок. А вы, конечно, их должны сделать, чтобы перейти к дальнейшим действиям. Теперь мы с вами накинем голову и тело нашего крипера. Накидываем пару резинок с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. С левой стороны точно так же накидываем. Теперь по правому и по левому ряду нам нужно накинуть 3 пары зеленых резинок. Берем первую пару, накидываем раз,
Берем вторую пару, накидываем дальше. Берем третью пару, накидываем тоже дальше. Так, с правым рядом мы справились. И теперь на левом тоже так накидываем. Раз, пара, два, пара и три, тоже пара. По центральному ряду нам нужно накинуть 4 пары. Берем сначала одну, накидываем с первого столбика центрального ряда на второй столбик вторую пару, третья и четвертая пара. Голову теперь закругляем к центру, поэтому накидываем резинки тоже парами, но по диагонали. С правой стороны к центру и с левой стороны к центру. Теперь давайте переходить к плетению тела. Расширяем, начиная вот с этого столбика вправо и расширяем влево. По левому и правому ряду нам нужно вниз накинуть по 6 пар зеленых резинок. Берем сначала с правой стороны, накидываем одна пара, далее вторая, третья, четвертая, пятая и шестая пара. Так, с левой стороны тоже накидываем 6 пар салатовых резинок. Теперь давайте будем накидывать резинки на центр. Здесь тоже нам нужно накинуть 6 пар. Одна пара, вторая, третья, четвертая, пятая пара и шестая пара. Готово. Теперь приготовим те заготовки, которые мы с вами делали чуть раньше, ноги, и нам нужно их накидывать вот на эти столбики. Смотрите, у нас есть две петельки. Одна петелька идет на левый столбик, вторая петелька идет на центральный столбик. Попробуем накинуть. Я снимаю сначала две петельки и накидываю их на центр, на последний столбик центрального ряда. А другую петельку, она состоит из двух резинок, накидываю на левый столбик и вспомогательный крючок убираю. Вот одна нога накинута. Мы с вами ее засунем немножко вглубь, чтобы она не мешала нам накидыванию следующих ног. Берем теперь вторую ногу, снимаем парочку резинок с одного конца, накидываем на правый последний столбик, а с левой стороны накидываем на центральный столбик, но на тот же, на который мы сейчас и левую ногу накидывали. Вот сюда. Убираем крючок, а ногу опускаем максимально вниз. Третья нога теперь накидывается точно так же слева. Берем петельку, накидываем на центр, и другую петельку накидываем слева. Эту ногу тоже вниз. И, наконец, последняя, четвертая нога. Одна петелька у нас идет вот сюда, на последний столбик, где есть резинки правого ряда, а другая петелька идет на центральный ряд. Отлично, эту ногу мы с вами тоже вот так вправим. И чтобы тело было немножко плотнее, мы с вами сейчас будем накидывать треугольниками резинки. Но сначала нам нужно взять одну салатовую резинку, скрутить ее на пальцах в 2 оборота и накинуть вот на эти 2 столбика. Если считать вот отсюда, то они получаются у нас вторые столбики, где есть зеленые резинки. Накидываем раз и накидываем 2, скрученную вдвое резинку. Далее возьмем пару салатовых резинок и чуть выше накинем треугольником. Берем еще одну пару, накидываем чуть выше треугольником. Берем еще одну пару, накидываем тоже треугольником повыше. Так, и, наконец, последняя пара идет у нас треугольником на тело. Мы с вами ее накидываем вот сюда. На данный момент имеем такую ситуацию. Теперь давайте перейдем к плетению головы. Даже не к плетению, а созданию именно лица.
сначала сделаем глаза. Для создания глаз нам понадобятся черные резинки. Возьмем одну сначала и накрутим на крючок 1, 2, 3, 4 оборота. Возьмем еще одну резинку и тоже накрутим ее на крючке 1, 2, 3, 4 оборота. Теперь возьмем салатовую резинку, накинем на конечек крючка, другую сторону этой резинки я придержу мизинцем, и вот эти оборотики, которые у нас есть на основном крючке, мы с вами скинем на эту салатовую резинку. Одну часть накидываем на второй столбик справа, а другую часть этой зеленой резинки накинем на второй столбик слева. Глаза разведем по сторонам, чтобы они у нас не в центре были. И вот эту резинку, на которой глаза расположены, мы с вами ее вот так разделим. И одну часть этой резинки накинем на впереди идущий столбик. Опустим немножко вниз. И сверху нам нужно треугольником накинуть резиночку, для того, чтобы глаза у нас были только на одной стороне лица и не выходили на спину. Теперь сделаем щеки. Для создания щек нам понадобятся салатовые резинки. Накрутим точно так же, как и для глаз. Сначала одну 4 оборота на крючок. Затем возьмем вторую резинку. Тоже накрутим 1, 2, 3, 4 оборота на крючок. Возьмем теперь еще одну. Накинем на крючок. И все вот эти оборотики мы с вами скидываем раз. И скидываем 2. Один конец этой резинки накидываем на третий столбик справа, а другой конец этой резинки накидываем на третий столбик слева. Щеки разводим по сторонам. И смотрите, взяв обе резиночки эти, на которых щеки находятся, по центру, мы с вами натягиваем и накидываем их за третий столбик центрального ряда. Теперь делаем рот. Для создания рта опять черные резинки пригодятся. Берем одну и 4 оборота на крючок накручиваем. Вот у нас 4 оборотика есть. Берем еще одну и тоже накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота. Берем теперь салатовую резинку и точно так же, как мы с вами глаза делали, скидываем черные обороты на эту салатовую резинку. Раз и 2. И накидываем на те же третьи столбики, куда только что накидывали щеки. Одна сторона идет направо, а вторая сторона идет налево. И тоже эти части рта разводим по сторонам. Рот мы с вами еще чуть дальше будем делать, а сейчас накинем сюда треугольник, точно так же, как накидывали его на те столбики, где у нас располагаются глаза. И сейчас мы с вами уже можем приступить к плетению. Плетение начинаем вот отсюда. Сначала погоним вперед левый ряд, потом правый ряд вперед погоним и центр. Сначала изнутри захватываем пару самых нижних резинок, вынимаем их с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Отодвигаем тыльной стороной крючка резинку, которая у нас двойная, вот здесь накинута. Отодвигаем. Изнутри захватываем пару и накидываем вперед. Отодвигаем треугольную, изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Опять треугольную отодвигаем, гоним пару вперед, треугольную отодвигаем, пару вперед. И так мы с вами плетем до головы, и теперь по диагонали вот эту резинку скидываем. Левую сторону сделали, теперь давайте с правой стороной точно так же разберемся. Сначала нам нужно изнутри захватить пару самых нижних резинок, вынуть их сверху и накинуть на впереди идущий столбик. И так же, как и на левом ряду, мы с вами тыльной стороной крючка отводим резинки, которые накинуты треугольником, и вперед гоним нижние пары салатовых резинок. Итак, предпоследняя и последняя идет по диагонали. Так, теперь по центру мы с вами гоним тоже ряд. Но здесь довольно сложновато найти вот эти резиночки, которые в самом низу находятся. Поэтому, возможно, вам удобнее поставить станок, допустим, боком. И тогда будет лучше видно эту пару резинок, которую мы с вами захватываем изнутри и накидываем на впереди идущий столбик. Далее следующая пара вперед пошла, следующая пара. Здесь уже
Тыльной стороной крючка мы ничего не отодвигаем, а просто изнутри захватываем пару и гоним ее вперед. Мы с вами дошли до головы, и теперь мы с вами сделаем еще часть рта. Для этого возьмем одну черную резинку и накрутим ее 1, 2, 3, 4 оборота. И ближе к корпусу крючка пододвинем. Смотрите, сейчас нам нужно найти, какие резинки, вот это или вот это, находятся выше всего на данном столбике. Я завожу крючок и вижу, что в моем случае самой верхней является, наверное, пара резинок левого столбика, скорее всего. Действительно, я снимаю резинки с этого столбика, и они у меня относятся вот к этому столбику. И пока мы с вами не накинули эту петлю на столбик, которому принадлежит эта резинка, мы должны вот эти 4 оборотика черной скинуть сюда. Скидываем, а теперь уже накидываем на тот столбик, на который и собирались накинуть. С правой стороны нам нужно сделать точно так же. Берем черную резинку, накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота на крючок, ближе к корпусу подвигаем и захватываем ту пару, которая у нас относится к правому столбику. Вынимаем ее с центрального столбика и 4 оборота черной резинки скидываем на нее и накидываем на правый столбик. Нам осталось снять центральную пару резинок. Здесь уже гораздо проще. Мы с вами ее вынимаем и накидываем на впереди идущий столбик. Теперь давайте прогоним вперед левый ряд, потом прогоним вперед правый ряд. Начинаем с левого, изнутри захватываем пару вперед. Здесь отодвигаем резинки, которые у нас являются ротовыми, так можно выразиться, и треугольными. И изнутри пару захватываем, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь тоже отодвигаем лишние. Это глазная резинка и треугольная, которая накинута выше. И накидываем пару вперед. И, наконец, по диагонали на последний столбик центрального ряда мы с вами пару накидываем. С правой стороны делаем также. Вперед. Отодвигаем все лишнее. Захватываем пару изнутри. Вперед накидываем. Здесь треугольную и глазную отодвигаем. Изнутри пару захватываем и вперед. И, наконец, по диагонали накидываем вперед. Теперь возьмем еще одну черную резинку и накрутим ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Это у нас будет еще одна резинка для рта. Подвигаем ее ближе к корпусу крючка. Мы с вами центр остановились делать вот здесь. Поэтому изнутри захватываем пару и накидываем на нее те 4 оборотика, которые есть у нас на крючке. Снимаем со столбика и накидываем на впереди идущий. И у нас получается черная линия вот здесь. Это будет верхняя часть рта, а вот эти черные резиночки будут образовывать нижнюю часть рта. И, наконец, давайте мы с вами закончим этот центральный ряд. Далее просто изнутри берем пары и накидываем вперед. Все плетение завершили. Теперь берем одну резинку, продеваем крючок сквозь все резинки последнего столбика и вынимаем снизу. Накидываем зеленую резинку, поднимаем и выводим сверху. Теперь делаем петлю, вторую часть возвращаем на крючок. Эту часть руками просовываем. И у нас получается вот такая петля. Можно ее пальцем придержать и немножечко затянуть. Так. Готово. И теперь давайте нашего крипера снимать со станка. Лучше всего делать это с помощью крючка. Таким образом у вас резинки не порвутся и готовое изделие без проблем снимется со станочка. Наш крипер практически готов. Нам осталось лишь подровнять глаза, чтобы они у нас выходили на лицевую сторону. Поэтому мы их просто берем и вперед вытягиваем. Левый глаз, правый глаз тоже вперед вытягиваем. Уголки рта вытягиваем вперед с одной стороны и с другой стороны тоже
нам нужно вытянуть уголки. Если одна черная резинка убежала в другую сторону, то ее можно просто поправить и завести на ту сторону, где она и должна быть. Вот эти нижние части рта нам нужно с помощью крючка или рукой подвинуть максимально вверх, чтобы они являлись продолжением рта, и рот у нас получался как бы единое целое. Та петля, которая находится сверху, если вам не нравится, то вы можете ее куда-нибудь вплести. Давайте заведем крючок куда-нибудь за спину, накинем эту петлю и выведем через какие-нибудь резинки на спине, чтобы эта петля не торчала и не мешала нам. Раз и два. Вы можете вплетать ее в любые петли, не обязательно в те, которые делаю это я. Главное, чтобы она была там хорошо закреплена и нечаянно не выползла. Теперь давайте выровняем ноги и попробуем поставить нашего крипера, чтобы он все-таки ровненько стоял или хотя бы пытался стоять. О, прекрасно и отлично стоит. Давайте я голову вот так поставлю, чтобы он на вас смотрел. О, я крипер, я смотрю на тебя, а ты сплел меня? Ну что ж, мы с вами отличного крипера сплели. Я надеюсь, этот урок вам понравился, и вы и себе такого же сплетете. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие вы хотите фигурки, чтобы я еще сплел. До новых встреч, пока!